Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно Анаконды. Анаконда против всех, да. Нравится мне снимать эту рубрику, уходит целый день, видос долгий, и, собственно, так сказать, смотрим, что происходит с другими кораблями в PvP тематике. Если что, плейлист с этим делом есть, и там уже Мамба, Крайт МК2, и вот Анаконда. И корабли будут примерно те же, что и были тогда, но сборочки будут другие, потому что эта Анаконда получилась какая-то уж слишком лютая. В общем, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, асмя контент. Поехали! Эх, кондочка, кондочка, кондочка. Корабль, мои дорогие, в плане всех возможных сборок под любые задачи великолепен, за исключением, наверное, скажем лишь торговли. В боевых сборках его можно использовать как и на двухпоточных счетах с банками, так и на двухпоточных счетах без банок через корпус, так и призматические щиты с банками и накинуть корпуса как следует. И, конечно же, можно и без щитов попробовать те же самые дроны-ремонтники и так далее, торгоиды, но все вы это, мои дорогие, знаете. А вот знаете ли вы то, что корвет, скажем, тот самый, да, он имеет танк гораздо серьезнее. И маневренность лучше. Но у Анаконды лучше сведение. Это, так сказать, развязывает нам ручки в плане подбора вооружения. Да и тот же самый каттер, да, он гораздо более танкованный. Гораздо более быстрый, но Анаконда по маневреннее, если мы будем сравнивать Анаконду с Type 10, то Анаконда будет лучше и по маневренности, и по прочим параметрам. Это к тому, что чтобы подобрать какую-либо сборку к Анаконде, нужно потратить определенное время, потому что их великое множество. Давайте-ка начнем издалека. Вот даже открываю я основное оборудование и силовая установка. Тут может быть как 8-я силовая, как в моем случае усиленная с эксперименталкой монстрация, так и может быть 8-я бронированная, так и может быть даже 7-я. Такое тоже бывало. Ну да ладно. Здесь у нас 8-я А силовая, усиленная. Тут у нас композиция реактивной поверхностью без эксперименталки, потому что ленивая жепа. Маневровые двигатели, грязная донастройка, распределитель тяги, а должен быть, по идее, ускоритель, чтобы было еще быстрее. Это мой косяк, ну да ладно. FSD-шечка. Ну, конечно же, не забывайте то, что у Анаконды самый большой прыжок в игре. Она может прыгать под 90 лет. Такой видос есть на канале. Система жизнеобеспечения 5D, потому что, ну, нас, собственно, это не интересует. Распределитель питания. Всегда исключительно ставьте быстрозаряжающийся распределитель. Ну и сенсоры в облегчение, чтобы весили поменьше, потому что они тяжелые. И переходим к дополнительному оборудованию. И тут, друзья, я ломал голову целых 2 стрима, как ее собрать, что ей воткнуть. Потому что ее можно собрать как на 7-м призматическом щите, так и на 6-м призматическом щите. Банки можно ставить таким образом 7-ю, 6-ю, 6-ю, 5-ю, тут, допустим, щиты. Либо 6-ю, 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 5-ю, либо 6-ю, 6-ю, 6-ю. Здесь ничего не ставить. Можно ставить сюда и истребитель. И, конечно же, да, двухпоточка 7-я, двухпоточка 6-я. Вариантов множество, но я выбрал следующий вариант. 7-я. Призматическая щиты генератора. Да, я специально так коряво сказал. Усиленные щиты, высокая емкость. Щитонакопитель. Быстрая зарядка, рециркуляционная ячейка, 3 штуки 6 размера. Далее. Набор усиления корпуса. В жир надежное усиление. 1, 2, 3, 4, 5 штук. А дальше набор усилителя модуля. 1, 2 и 4. Потому что, если нам снимут щиты, мы еще сможем, так сказать, дать сдачи. И прожить какое-то время. Прежде чем, скажем, нам вынесут нашу силовую. Что, собственно, с усилителями щита? А все просто. Призматические щиты, значит, хопа! Нам нужен термостойкий усилитель. Далее, 2 на универсальную защиту и остальные на надежное усиление щита. Но еще здесь стоит теплоотвод. И не просто так. И его хватает прям тютелька в тютельку, потому что что? Мы одновременно прожимаем 3 банки. 3 шестых, либо 1 7-ю и 2 шестую. Этого хватит. Да, вы погреетесь, но не критично. Корабль выживет. А вот теперь, что касательно вооружения. Анаконда тот корабль, куда можно пихать все, что угодно, по, так сказать, моему опыту. Допустим, те же самые рельсотроны. Вы можете воткнуть их 6 штук, поставить им дальний бой и сделать их топливными. И стрелять на 6 километров — это довольно большой урон. Да, вы будете греться, но вы можете стрелять по 3 штуки. А 2 первых рельсотрона будут на сбитие банки. Вариант прикольный, но реверсить я не люблю. Но зато эта штука действенная. Залповые орудия. Тут куча вариантов. Те же самые гимбальные дробаши.
усиленные с тепловым уроном, плюс еще парочка, скажем, один мы ставим, чтобы корабль не мог буститься, другой ставим на коррозию, ну нормальный вариант. Либо миротворцы, их можно воткнуть 104 штуки. Будет большой урон, но есть проблема с тем, что дробина имеет, так сказать, некое поле дробин, которые летят, и не все они могут прилететь по мелким кораблям. А я хочу, чтобы эта сборка работала и против маленьких, и против средних, и против больших кораблей. Многостволки. Да, крутой вариант. Зажал гашетку и просто выстреливаешь гигантское количество там снарядов в секунду. И это будет самый большой урон. Если поставить многостволки на анаконду, многостволки на корвет, многостволки на катер, то ДПС максимальный будет у анаконды. Но с большими кораблями может не хватить боезапаса, потому что у них есть банки, и банки нужно будет сбивать. И не забывайте то, что нужно поставить еще одну коррозийку, чтобы нормально работать по корпусу. Плюс, средние корабли и мелкие будут просто разлетаться в клочья. Это, конечно, прикольно, но не наш вариант. Ну, по крайней мере, не мой, я такое не люблю. Пучковые лазеры, импульсные, пульсирующие, там теплоотдача, нагрев цели, повышенный урон от температуры корабля, последовательность фазирования, да все что угодно. Это все прекрасно, прикольно, но распределитель, хоть и анаконда и самый крутой в игре, высаживаться он будет быстро. Либо будет маленький урон. Не мой вариант. Как-то собирал я анаконду на полностью ракетном фите в двух вариациях. Это неуправляемые ракеты и гончие. Ни то, ни другое мне особо не понравилось. Но, как, так сказать, фанат EVE Online, вспоминая о Калдаре, Рейвенах, Дрейках, Каркалах и прочих, я не мог этого не сделать, но вам не рекомендую. Торпеды, ну такое, типа авось прокатит, поэтому тоже не наш вариант, скипаем. Ускорители плазмы? Да. Это хорошая штука. Вспомните того же самого Крайта. 3/3 плазмы, эффективные, с повышенным уроном от нагрева корабля после прожатия банки. У вас очень хороший урон. Бонус вплоть до 60% урона. Но если полностью затыкать ими анаконду, распределитель вам спасибо не скажет. Но это работает. Это было проверено. Но мне не особо понравилось. Поэтому я, так сказать, собрал вот это все в гущу. Ну, все, что мне нравится. И вот что получилось. А получилось довольно странно, но действенно. 4-й большой слот. Огромный вроде он называется. Эффективная плазма, проводник тепла, повышенный урон от нагрева корабля, потому что мы используем баночки в больших количествах. Тут еще одна такая плазма. Попасть двумя плазмами в таких местах, когда они стоят довольно просто, они стоят по одной линии. Так что, если вы не будете попадать дробовиками, которые тут стоят, плазмой сможете уж попасть. Далее, миротворец раз, зажигательные боеприпасы, усиленное орудие, миротворец 2. Почему не больше? А потому что тут стоит у нас плазма. Но тут еще есть два залповых орудия. Первый – усиленное и замедляющие боеприпасы. И также усиленное и разъедающие снаряды. Ну, то есть коррозия, которую вы кидаете. Я думаю, вы знаете, что это такое. И две вот рельсы на сбитие банки. Спорный момент, потому что две первые рельсы, конечно же, будут хуже, чем две вторые рельсы на сбитие банки. Но что есть, то есть. Плюс у меня еще стоит банка на буковку «Б» английскую. А переключение между огневыми группами на «Н». И бывает то, что я делаю мисклик. Что неприятно. В плане огневых групп все очень просто. Подлетаем, откидываем миротворцами залповыми орудиями, цель подлетает чуть ближе, либо с того же расстояния закидываем плазму на правую кнопку мыши. Если банка, то переключаем и кидаем, собственно, рельсу. Ну а щитонакопители у меня стоят на клавише. Так что нормально. Так же, как и теплоотвод. Должно быть очень интересно. Давайте-ка ее помучаем. И, конечно же, в описании под видео будет ссылочка на фид данного корабля, вы просили, пожалуйста. Также там будет ссылочка на телеграм-канал, дискорд-канал и группу ВК. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то там будет ссылочка на бусти, либо обычные привычные донаты. А мы летим мучить анаконду в стандартной схеме. Начнем с маленьких кораблей и пойдем до мастодонтов. Имперский курьер. Давайте смотреть, что у нас сейчас будет. А будет, скорее всего, таран камня. Чё за армия клиперов? 4 клипера? Вы что, серьезно? Интересно.
О, все, начались проблемы. Надо как-то подловить его. Но я не представляю, как вообще это сделать. Кошмар. Вообще не попадаю. Ну, хоть теми попали. Вторыми, залповыми. Не, ребята, это пипец. Это просто какой-то пипец. С маленькими кораблями будет очень тяжело. Сейчас попробуем топлазму поставить. Не зря же я ее поставил. Ой-о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 й! О, this is my chance. Не, попадаю, смотри. Надо повыше носик задирать, когда плазму кидаем. Надо повыше. Плазмы не попали. В принципе, я думаю, можно забыть про дробовики против мелких кораблей, пытаться их поймать на плазму. Да. Господи. Небось там хохочет, сидит, радуется. Сам ударился. Так, давай, плазма, 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 еще раз плазма. Какой-то там попал, но, скорее всего, не четвертый. Пипец. Но чем больше корабль будет против нас, тем нам легче будет попадать. Так, он еще раз ударился. Блин. Камень на камне. Ну вот, да, плазмы гораздо лучше. Если бы я плазму не поставил, было бы капец, мне кажется, в плане попаданий. Так, это мы попали только третий, получается. Косой. Какой же я косой. Вроде что-то прилетает, но, блин, хоть и миротворец стоит, но у него все равно особь-то такая добротная. Это же не пучковый лазер или рельсы. А вот это было хорошо. Мимо. Но он сейчас, походу, сам просто об камни убьется. Не, в чистом поле вопрос был бы решен гораздо быстрее. Да, не дотягиваюсь. Не дотягиваюсь. А, у меня же рельсы есть, подожди. У меня же есть рельсы.
Камень! Это было не специально. Давайте что, пока он по нам фигачит, мы проверим кое-что. Мы проверим, насколько сильно нас разогреет банки, потому что я вообще не знаю. Ё-моё. А чё так грустно-то? Может, одну баночку снять? Нет, с маленькими кораблями это мрак. Со средними уже более-менее поприятнее будет в плане реализации урона, потому что попадать будем. Проще рельсами долбить, мне кажется. Блин, я случайно нажал банку. Случайно нажал банку. Реально случайно. Мисклик. У меня большой палец на пробеле. Хотел переключить огневую группу, а прожал банку. Опять! Да что ж такое-то? Какой живучий, а? Нет, ну это было ожидаемо, то, что будут проблемы с маленькими кораблями. Я был к этому готов, но не настолько, блин. Нужно как-то, я не знаю, банки на другую кнопку, что ли, переназначить, потому что переключение огневых групп я реально мискликаю. Стервятник. И, по идее, после него уже не будет маленьких кораблей, и мы, может быть, вздохнем. Потому что попадать не очень удобно. Какой же я косой, ребята. Какой же я косой на этом корабле. Да и так, в принципе, я не особо хороший пилот, 100 раз говорил. Не попадаю. Надо забыть о миротворцах. Я залповых и работать плазмой. Но у него плазма кончится скоро, мне кажется. Он не может сбивать банки, у него 2 плазмы, как вы можете заметить. И да, мы вылетели из колец, но это случайно получилось. Вообще не попадаю, просто вообще не попадаю.
А ему, по мне, попадать очень легко. Тут не промазать. Это только третья прилетела, четвертая не долетела плазма. Кошмар. Просто кошмар. Щиты падают у нас примерно с одинаковой скоростью. Нет, ужас. Просто ужас. Против мелочи, ребята, это ужас. Вот как он не попал? Все равно только залповыми попадаю. Может, все-таки есть смысл убрать плазму? Я не докручиваю мелкие корабли. Но все же я сторонник того, чтобы использовать один и тот же фит против всех кораблей в таких видосах. Вообще в молоко. Просто в молоко. Хоть реально бери рельсу и рельсы отстреливай. Это что, по проценту снимать? Но это несерьезно. О, что-то там прилетело. О, что-то там прилетело. Так, время кушать банки. Нагрев слишком сильный. Видимо, пятую банку, ребят, лучше все же убрать. Не докручиваю. Вот только если на пролетах как-то там сложится, я попаду. Но он сейчас буст делает и поменяет мать. Угу. Как из этого вообще попадать? Я просто без остановки жру 3 плазмы в лицо. Затяжной бой. Там плазма прилетела, 3% счета ему сняла? Серьезно? Вот сейчас серьезно? Блин, вот можно было, конечно, истребитель поставить, но меня бы сожрали просто с потрохами за такое дело. Да, все, с маленькими кораблями проблем не будет. По идее.
Да что это за, блин, проценты счета у него такие неубиваемые, а? Вообще ничего не прилетает. Мне кажется, боезапас кончится быстрее у меня, чем у него. Ой, блин, нет, все, рельсы, ну нафиг. Ну вот как? Как эту маленькую букашку-то поймать-то, а? Дай-ка сразу силовым выберу, потому что иначе это просто нереально будет. Блин, я банку прожал вообще не в нужный момент. Придется сейчас теплоотвод скидывать. Ну все, пушки засбоили. Еще теплоотвод. Блин. Опять на банку нажал. Да что ж такое со мной? Это будет самый долгий бой за этот выпуск, я думаю. Да как я не попадаю плазмой? Вон, маркер упреждения. Я прям в него ж целюсь. Но сейчас нет, сейчас понятно. Какой-то просто ужас. Да, 100%, ребята. Я пятую банку на следующий заход уберу, потому что она слишком сильно греет. Вообще не попадаю. Просто вообще. Но он пишет то, что у него кончился боезапас. Ну, по идее-то банки еще у меня есть. По 2 штуки. Теплоотводов нет, потому что я прожимал одну банку случайно и кидал теплоотвод, но это понятно. Реверсить, стрелять плазмой, он на подходе подходит, потом переключаться и долбить миротворцами. Только так. Но это мелкие корабли. Сейчас уже начнутся средние. Там будет проще. Прям вздохнем. И, друзья, не хотел я этого делать, но все же, я думаю, пятую баночку я отсюда уберу.
ибо очень сильный нагрев. И поставлю там, не знаю, плитку на корпус, либо что-нибудь такое. Либо, если хотите, ставьте истребитель. И не забываем то, что мы можем поставить не так, как вот здесь банки стоят 6, 6, 6, а, скажем, 6-й щит призматический и 6, 6 и 7-ю баночку. Чифтейн! Таран не хотел. Он на миротворцах, что ли? Он на дробашах. Блин. Да, камушки тут знатные. Там еще и с банкой, что ли? Ё-моё, он все камни собрал. Но мы знаем то, что как бы корпус тут роляет у него, а не щиты. Ничем не попал вроде, кроме плазмы. Ну, бустуйся! Ничем не попал. Поздно кидаю плазму, нужно раньше. О! Ну докрутись, анакондочка моя любимая, ну докрутись. Посмотрим, как справится теплоотвод с 3 шестыми. Да, я сейчас распределитель не, так сказать, не ставлю 4 в систему, потому что, как бы, ну, противник не с большим количеством урона. Ну, относительно. Слишком рано кинул плазму, судя по всему. И промазал плазмы, ну как так? Какой ж ты маневренный говнюк, а? Лишь только коцнул. Лишь только коцнул. Вообще не попадаю. Вообще.
Как же он крутится, а? Косой, кисель. Блин, еще и камень. Да кошмар какой-то! Я этого корабля боялся больше всего, если что. Не докручиваю. Не докручиваю. Так, кажется, у меня силовая вырубилась. Или нет? Кошмар. Просто кошмар. Да как? Не попадаешь ты, а? Окаянный. Сейчас проще рельсы добить его силовую, да и все тут. Че он не подыхает? Все. Я думал, будет гораздо лучше. Но мы победили. Банок, кстати, вроде бы уже не осталось. Да, банки я все сожрал. Не, ну конечно, если поставить все в гимбельных многостволках, то мелкие корабли будут разваливаться, средние корабли будут разваливаться. При учете того, что будет такой же танк, это будет довольно неплохо, но многостволки, друзья, это скучно. Плюс многостволки против больших кораблей довольно плохо бы себя показали. Рельсовый фит, но это реверс я тоже не люблю. Так что вот этот Франкенштейн вроде что-то может с маневренными кораблями, но, в общем, дальше будет более ясно, потому что сейчас на очереди у нас будет ФАС. А далее корабли будут потяжелее и побольше, по которым, собственно, дробины будут прилетать более активно. И попадать будет гораздо проще, потому что они будут менее маневренные. Ну, погнали.
Сейчас будем уже играться с распределителем, я думаю. Ай, недокрут. Где он? О, хитрец какой. Я даже не заметил. Ты же он об камень ударился или что? Камень, 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 иди нахрен. Блин, меж камней вообще капец. Меж камней просто капец. Не докрутил плазму. Почему плазма показывается так... Ой. Так поздно. Я про маркер упреждения. Ну вот, фит начинает раскрываться, судя по всему. Блин, проблема с Фердинандом будет, прям чую. Прям чую, будет проблема с Фердинандом. И, возможно, с мамбой. Она плоская. Косой. Я косой, сильно косой. Пока не будем по силовой работать. Давай-ка вот так. Нам распреда уже не хватает. Мог кинуть плазму, но не кинул. Замешкался. Я сейчас, блядь, рельсу достану, Рамор. Да почему маркер упреждения так поздно показывается? Как же не хватает рельса, а? Блин, поздно кинул.
Надо было раньше. Я что-то думал, с фасом будет гораздо больше проблем. Ну вот да, недокруты у нас имеются, конечно. Блин, провафлил момент. На фоне колец плохо видно маркер упреждения, конечно. Я думал, блин, будет получше, но как, собственно, и в каменных. Нафига я сейчас банку кинул, я не знаю. А неплохо. Чем выше поднимаемся в плане кораблей, тем показываем более хорошие результаты. Но мне так кажется. Мне кажется, со стороны это вообще позорище. Но как могу. Ганшип. И да, этот человек был раньше на многостволках, а как вчера на стриме увидел фид данные анаконды, то как бы, ну, видите, рельсы, шпалы, рельсы, шпалы. Ну да ладно. Погнали. По идее, сейчас проблем вообще не будет. Маневренность у нас примерно одинакова. Ну, по ощущениям. Хотя на ганшипе я давно не летал. Но сейчас посмотрим. Что-то я не понял, а что это он так тонканул хорошо? Интересно. Не, я мажу 100%. Косой. Че, это у него рельса сломалась, что ли? Немножко скосил. Не вся плазма прилетела. Замешкался немножко. Че это плазма 2% считали, что только снимает? Что я не понял. Вот, теперь 5 снимает. Может, плазма все же, блин, зря сюда ставилась. Может быть, лучше бы все же миротворцы воткнуть. Не, ну на больших кораблях, естественно, миротворцы будут лучше себя показывать в плане нанесения урона. Да хотя из плазмы нормально. Ну, Конда... Нет, ну это, конечно, ганшип, но все же, ну, блин.
Дальше будет понятнее. Дальше будет понятнее. Так, вопрос, когда мне кидать банки? Вот когда мы можем реализовать свой урон, все идет хорошо. Но вот самое потное было с Чифтейном, это просто писец. Вот с Чифтейном была прям, ну, попа. Пепа. Просто прожмем, что типа мы ее используем. Сейчас погреемся. Чё мы не стреляем плазмой, алё? Блин, ну температура уже падает. И да, мы не в камнях, я прекрасно это понимаю. Но так получилось уже. Ай-ай-ай-ай-ай. Косой. Косой. Эх, анакондочка ты моя родная. Ну, молодец, молодец. Ну, блин, это только ганшип. Дальше будет сложнее. Один из моих любимчиков, Крайт МК-2. Будет интересно. Там, наверное, 3 плазмы, 2 рельсы стандартно. Угу. Интересно, все 2 рельсы на сбитие банки или нет? Не спрашивал. Слушай, а чё-то как-то это неплохо идет. Сейчас, наверное, будет банка. Которую я, естественно, не собью. Блин! Дурак! Я банку прожал. Ой, дурак. Ну, я говорил то, что мисклик у меня на клаве случился. Ну, хоть теплоотвод не потратили. Так, без мисклика давай. А я попасть не могу. А я не могу попасть, да. Можно забить на сбитие банки, в принципе. Хрен я докручу Крайта. Хотя... Конечно, я забыл про перезарядку. Ну, бустанись ты уже.
Я очень боюсь мисклик сделать. Сейчас у него будет банка. Приходится смотреть на Клаву. Опять банка, да что ж такое, но я уже не собью ее. А я альтабнулся немножечко. Ну все, сейчас им хана. А вот теперь нормально кидаем банки 3 штуки. Блин, рано кинул. Точнее, поздно кинул плазму. Ой, как было сейчас хорошо бы прилетело прямо в него. Да. Ах ты плоская скотина, а. Так, начинаешь бесить меня. Так, летаем так. Остывай. Ну, 4% там осталось. Можно, конечно, достать рельсу.
Ну, нормас, у нас, по идее, еще 2 банки. Да. Ну, как видите, одну я туда прожал совершенно случайно. Мисклик. Ох. Идем дальше. Мамба. Ну что ж, погнали. Могут быть проблемы. Она плоская, не забываем. Сейчас вокруг камня тошнить будем. А чё он такая жесткая, а? А чё так у нее щиты такие хорошие? Еще и восстанавливается. Ну что, он двухпоточки, что ли? Походу, да. Нет, призматические. Блин, я его потерял. А, да, щиты же у него хорошие, потому что корабль-то плоский. Зараза. О! Я думаю, банки будем прожимать в районе 40% счетов. Я там еще чем-то куда-то попал. Блин, чё что с Фердинандом-то будет, а? Так, ну баночки. Так и знал. Рано или поздно это случилось бы. Так, там камень может подкрасться незаметно. Это был таран, мы друг об друга ударились. О, давай, 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 давай. Опа. Здравствуй, камень. Это я. Блин, так бы хорошо сейчас прилетело бы ему в лицо. Из расчета на это я и кинул сейчас банки.
Да чё же он все камни-то собирает? Ой, там 4 километра. Так, тихонечко, тихонечко. Я очень волнуюсь за фердиландца. Ну, точнее, за себя против фердиландца. Немножечко коцнулся. Был звук разбитой посуды, но все вроде на месте. В смысле сбой залпового оружия? Это что такое? Что я не понял? А, все нормально. Она пережила залп в лицо и плазму на 9% корпуса. Все-таки не зря плазму поставил. Победа. Но сейчас будет, мои дорогие фердиландцы. Вы знаете, что такое фердиландц. Я не представляю, что будет. Правда не представляю. Но попасть по нему будет проще. Потому что он будет более, так сказать, объемный. У нас сейчас, получается, осталось еще по 2 банки. Секундочку, если хотите поддержать меня, контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на Boosty, либо обычные привычные для вас донатики. Но это, мои дорогие, не обязательно, исключительно по желанию. А мы возвращаемся к теме видео и к фердиландцу. Вот сейчас будет, скорее всего, больно. Очень больно и очень сложно. Потому что фердиландц. Так, давай-ка сразу... Ох ты, ёп. Он уже ударился. Сложно! Сложно! Минус 6% щита на ровном месте. Это был такой обдуманный маневр на самом деле. Я развернулся благодаря камню. Это как ручник дернуть. Блин, не докрутил! А как сейчас хорошо было бы. Сейчас в бок уйдем. Опа, 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 опа. Еее. Люблю камни. Мне кажется, в камнях мы просто помрем. И выживет тот, у кого щита больше. В данном случае я. Ну не забывайте, сюда можно воткнуть истребитель. Угу. И вас будут все ненавидеть. Я думаю, идея вылететь с камней понравится, я думаю, и мне, и ему, потому что иначе мы просто развалимся там. Так, тут щиты я буду кидать, наверное, раньше, ну, банки.
Ой, попал, неужели? Попал плазму. Да крутися! Блин, у меня же плазма снизу. Почему он не выбирался сейчас у меня? Мисклики пошли, что ли, уже? От нервика. Так, проблемы начинаются. Начинаются проблемы. Я не попадаю по нему толком. Сейчас попал. Даже без прицеливания. Ой, кошмар. Надо было на следующем проходе кидать банку. Ну, вроде он... Ну да, нормально. Но! Долетело, ни хрена ж себе. Давай, аккуратненько, 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 аккуратненько. Так, у него 20% счета, у меня еще 3 банки. Ну, 9 банок. Тяжко. Как же его изловить-то, а? Можно, конечно, банку кинуть и пойти в лицо, он будет пытаться ее сбить, а в это время просто... Нет, плохая идея. Но банку кинуть надо бы. 46% счета. Не успел сбить, дружище, не успел. Теперь давай попробуем плазму чисто отрабатывать. Забыли про миротворцы, про дробовики, они просто есть. Они просто вот есть, основное у нас сейчас плазма будет идти. Один процент щита, а дальше корпус. Так, я не понял, я щит вырубил или что? Так, что у меня с залповым орудием случилось с одной штукой? Не понял. Щиты Фердинансу сняли, но это еще не значит, что мы победили. Давай перезарядка, чтобы была. Чтобы была перезарядка, да. Что ж ты будешь делать-то?
Плохая идея. Ой, очень плохая идея. На 30 щита будем уже кидать бан. Повременим. Сейчас боезапас еще кончится. Блин, его вот эта плазма противная, которая сбивает лог, прям мое почтение. Максимально противная хрень. Вообще не попадаю. NPC свалил нах. Пофиг, пусть бьет, у меня не пронесет. А если что, потом просто спешу на это. Да почему не тот-то выбирается, а не этот-то, а? Заебал. Он просто бесит уже. А хрена у нас асп такой живучий, а? Все. Пора играться с распределителем. Жалко, я сначала этого не делал. Включаем режим мрази. У меня остался один комплект банок, ребят. Ох, сейчас бы гимбельные пулики сюда, конечно. Да куда это все летит, я не понимаю. На тебе таран. Ой, рано кинул. Сейчас собьет все. Считай, щитов уже нет у нас. Ай, сейчас бы хорошо попал. Что? 9%? А как так получилось? Ой, ну сейчас скажете, это потому что он об кольца бился. Я тоже об кольца бился. И банки мне сбивали. Вы скажете, это большой корабль, а это средний. Я скажу, да, это большой корабль, это средний. Это Анаконда против всех. И фит мы не меняем и переходим уже, получается, к большим кораблям. Наконец-то. Вот там, по идее, я смогу реализовать данный корабль просто максимально. За исключением катера. Изначально Анаконда против Анаконды не планировалось, но что-то захотелось. Какой там фит, я не знаю. Вообще без понятия, пусть будет некоторая интрига. Не смотрел, не знаю. Он собирал это 25 минут, я его ждал. Так, ну что у нас там? Я ожидаю сейчас рельс дальнобойных. Но что-то пока непонятно. Так, ладно, допустим. Что там у него? Ой, блин, ой, 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 не-не-не, вот это говно я не люблю. Оно меня нагревает. Это говно меня нагревает. Вот это ты, конечно, просчитался. У меня бонус урона у плазмы от высокой температуры. Ну, как от высокой?
Так, ну нормас. Пока мы живы. Я запись включил? Ох, включил. Ой-ой-ой. Проглядел момент. Проглядел, каюсь. Он, видимо, не знает, как работает этот экспериментальный эффект. Он, так сказать, не очень сильно греет, как хотелось бы. Может, раньше было лучше, но сейчас хреново. Так, меня какая-то опять NPC-шка бьет. Наплевать. Кто там? Ах, хрень какая-то мелкая. Сейчас, возможно, будет рельса. Нет, рельса пока нету. Что, без... Ой, рельсы, господи, банка. Все, уже заговариваюсь. Ну давай, кондочка. А, это истребитель! Ай, ты молодец какой, а! Ай, молодца! Это истребитель, оказывается. Вот оно что. Ой, зачем я сейчас кинул-то? Давай, перезаряжайся, 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 перезаряжайся! Хорошо! Давай! До свидания. Знаете, еще бортом. Блин, плазма мимо пролетела, ё-моё, как это вообще возможно? Где такое видно? Ой, сейчас я прогреюсь и слишком сильно, походу. Так, сбой FSD не страшно. FSD это нормально. Оттуда выйдет только один. А перезагрузка починка починить, если что.
Давай без боя маневровых, а? Надо остыть, надо остыть. Еще бы с плазмой бы, конечно, если бы охлаждался, было бы вообще забавно. Прогрелся, плазму кинул, температура упала. Это уже фантазии прям. Так, 25% щита, мало. 23. Я же прям в упреждение стрелял, алло. Так, у меня распред хана. Сколько там осталось у него? 6%. %2. Ну, перезарядка, плазма. Блин, у меня распред ворушки пустой. Я думаю, что так все грустно? Усё. Сейчас еще этот бабахнет. А ты сфига жив вообще? Интересно. Ну да ладно. По идее у нас остался один комплект банок. Да, баночки остались. Федерал корвет. Корабль, который многие хотят, но на деле, учитывая предыдущие стримы, чё-то было как-то с ним у меня прям грустно. Чё? А чё я так снял? А, он в камень влетел. Ну, бывает. Со всеми бывает. Многостволки такая мерзотная хрень на самом деле. Прям вот аж бесит. О, у Раморта новая красочка. Камень. Камень — это опасно. Так, надо менеджмент распределителя делать, потому что как бы корабли большие, урона много, а лишние там процентиков 10 могут нам погоду сделать потом. Уж плохо попадаю. Но у корвета есть кое-что такое конкретное под названием банки. Могу не сдюжить. Ой, как могу не сдюжить. Так, сейчас будет банка, судя по всему. Я бы сейчас кинул. Эй! Нет, он не кинул. Главное не мискликнуть. Главное не мискликнуть и не нажать баночку. Этого нам сейчас вообще не надо. Так, далеко отлетел уже.
Сейчас, наверное, банку он прожмет. Нет, не прожал, смотри, а. Но я держу пока рецатрон. Где ж твоя баночка, а? А вот и моя баночка. Банка. Ой! 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 Снимай ему щиты! Чё прожал, чё не прожал. Толку ноль прям. Есть! Ну, а теперь иди сюда. Я же 3 банки нажал. Можно, в принципе, выбирать силовую и задним ходом по рельсам. Ой, по силовой работать. Ой, зря сейчас кинул баночку. Ой, плазмочку. Все, устал я. У меня еще один комплект банок. Мимо плазмы полетела. Опять мимо плазмы полетела. Вот сейчас куда надо. Не докручиваю, все-таки он маневреннее.
Почему у меня сбой у пушек произошел? Так, не дело. Пушки, что с вами? 2%. Он еще жив? Вот так вот. Баночки еще остались. Где они, господи? Да, баночки еще остались. Нормально. Нормально. Анаконда, я тебя уважаю все больше. И все меньше люблю корвет. Type 10 Defender. Которые все так любят то, что вот, супер крутая машина, катеры разбирает. Писали мне некоторые люди такие вещи, но, честно, я не представляю, что они там вообще собирали на него. Ну да ладно. Не, потихонечку-то поддается, конечно, но жирненький, жирненький. И на реверсе. Type 10 на реверсе. Я думал, я все в своей жизни видел, но нет. А, кстати, щиты-то у меня проседают. Главное не проспать, когда он будет банку кидать. Идем в маневр. Кружим, кружим, кружим. Баночку снимаем. Блин, ну красивый, зараза, все равно. Ну нравится мне его формы Type 10, не знаю почему. За исключением некоторых моментов, включая спойлер и кабины. А так симпатичный. Как вы его собираете так в ПВП, расскажите, пожалуйста. Ну, вот, чтобы он прям был хороший. С торпедами? Или как? Из него ж толком вроде не прицелишься, если фиксы. Сейчас он банку прожмет, чекаем. А в смысле? Что-то он как-то... Это самая странная банка, которую кидали передо мной. Но он прям передо мной ее кинул. Как бы... Я ни одной банки еще не кинул. Так, а что-то я не понял. А что это у меня? Две с коррозией пушки, что ли? Что-то я не понял. Почему они обе зелеными стреляют? Надо потом посмотреть. Должна быть с коррозией и не давать бустоваться. Странно.
Думаю, скоро нужно будет кинуть баночку, но у нас уже совсем плохо все. А вот сейчас пойдет урон. Не пофиг, что банки сбили, мне важно было прогреться. Таргет destroyed. Имперский катер. Большой, быстрый, неманевренный, очень жирный. Если хотите, могу на такие видосы взять на тест различные фиты каттера. Типа у нас будет не один каттер, а скажем 2. Потому что каттер на заднем приводе с рельсами — это страшная штука. Да и с многостволками неприятно. Менеджмент распределителя, надо не забывать про эту штуку. И в какую из точек целится? Но банку я вряд ли ему собью. Банку у него мое почтение. Не двумя первыми рельсами, это уж точно. Блин, как его на крайте расковырял-то, а? Реально, как? А, я маневрировал и был истребитель. А тут мы привязаны к ближнему бою. Не, ну эту тушу вообще ничем не пробить, походу. Хотя, у нас еще есть банки в запасе. Давай, докручивай, анаконда. Ну, там уже не дострелить. У меня сейчас боезапас может кончиться, кстати. Может кончиться боезапасик у нас, ребятушки. Кидать будем многостволки на более близкой дистанции, у них разброс сумасшедший.
Ну, дробовики. И где он? Не долетит плазма-то. Далековато. Не, ну это кирдык. Очень много танков. Очень много танков у Катара. Нет! Да крутись! Ну что, еще одну прожал? Я все жду, пока он банк кинет.
Не докрутили. А жаль. У меня осталась одна банка, ребят. Одна баночка всего лишь. Ну, один комплект, скажем так. Не вздумай сейчас банку прожимать, не вздумай, не вздумай, не вздумай. Он же не прожал ее? А вот сейчас, наверное, прожмет. Это самый долгий бой, наверное, не считая Чифа или с кем мы там долго возились. Ну все. У меня сдохли дробовики. Короче, можно забыть про залпы, у нас осталось только плазма. Догнать его не могу. Не, ну это какой-то писец, ребят. Попробуем просто долбить его плазмой. А у меня сейчас патроны кончатся. На плазму. Был бы истребитель, смогли бы. Хватило бы.
Так, смотрим. Где силовая-то? Просыпайся, 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 моя хорошая. Ай, молодца. Надо было мне как он по силовой стрелять. Но у меня работает только одна пушка и считалось 4 патрона. Да. Че у него хоть там, дай посмотрю. Ну все, силовая тютю. Интересно, сколько он будет меня разбирать? Блин, может по приколу попробовать, конечно, перезагрузку починку, может он стрелять не будет? Где корабль-то? Авось проканает. И сейчас все пушки у нас становятся рабочие. На самом деле нет, он по нам стреляет, поэтому ничего не получится, по идее. О, уже эджект, все, силовая крутанула. Вот так вот. Вот так вот. Но это катер, что вы хотите. Танка там немерено. Блин, 16 минут длился бой с катером. Просто кирдык. 16 минут. Нет, ну естественно. Естественно. Берем катер, ставим на него рельсы, ставим на него торпеды, летаем задним ходом, банка 8, 6, 6, 6 вроде бы, и просто кайфуем, неистово всех нагибаем. Но это, как по мне, не весело. Да и вообще, на больших кораблях я летать не особо-то и люблю. Но Анаконда показала себя очень интересным образом. И, конечно же, этот фит не идеальный, можно много чего переделать, можно опять-таки заднеприводную Анаконду сделать, но, как по мне, будет не особо. Это такой усредненный вариант, который, в принципе, по идее, должен разобрать все. Кроме, скажем, некоторых корабликов, которые любят летать на реверсе. Хотя вот что было бы с оркой, может ввести орку в эти тесты, почему бы и нет. Пишите, что думаете касательно этого. В описании под видео, конечно же, будет ссылочка на фит с этой штукой, а вы скидывайте фиты ваших кораблей, которые, как вы считаете, прям крутые. И поскидывайте фиты катера, которые собрать раморту, чтобы прям нормально летать, потому что многостволки, ну такое. Нужно что-то, я думаю, другое ему собрать. Но не заднеприводную махину. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше, мои друзья, 800 видео по данной игре. И со временем, конечно же, видосов будет больше, потому что что? Потому что контента в этой игре много, и фронтиры всячески различные нововведения доделывают. Плюс будут ссылочки на плейлисты по этой игре из серии обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торговые стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист, конечно же, против всех. Получается, это уже вот Анаконда, Крайт МК2 и Мамба. Дальше будет больше. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня, контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на, собственно, Бусти, либо обычные привычные донатики. Но это, мои дорогие, не обязательно, исключительно по желанию. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра на видосике, на стримчике, ну и каждый божий день. В общем, до встречи.